1815 год. В битве при Ватерлоу французский император Наполеон Бонапарт терпит окончательное поражение, и 2 десятилетия войны в Европе подходят к концу. Державы-победительницы – Австрия, Великобритания, Пруссия и Россия – встречаются в Вене, чтобы решить судьбу Европы. Границы государств и империй перекраиваются. Российский император Александр I провозглашается царем Польши. Он также руководит созданием Священного Союза России, Австрии и Пруссии, который должен был гарантировать, что никакие революции больше не будут угрожать существующему порядку в Европе. Российская империя после победы над Наполеоном становится могущественнее, чем когда-либо. Но не все в России довольны новым положением дел. Группа аристократов, молодых офицеров желает иного будущего для страны, новой формы правления, радикальных реформ, а некоторые – даже свержения царя. В 1812 году Наполеон Бонапарт вторгся в Россию с самой большой армией, которую когда-либо видела Европа. Эта кампания должна была стать венцом его военной карьеры. Но он недооценил решимость русских. 4 месяца спустя жалкие остатки Великой армии начали свое печально известное отступление из Москвы. Русская армия с союзниками по коалиции гнала войска Наполеона через всю Европу, сражаясь в гигантских битвах в Германии и, наконец, достигла самого Парижа. Отречение Наполеона от престола стало моментом триумфа для императора Александра и для России. Для многих молодых российских офицеров, впервые оказавшихся за границей, это также был незабываемый опыт. Российская империя была самодержавной монархией. Ею управлял император с неограниченной властью. Не существовало ни политической оппозиции, ни конституции. Не было ни свободы слова, ни права на справедливый суд. Более половины россиян были крепостными крестьянами, без прав, свободы и надежды на улучшение положения. Их статус наследовали их дети. Неэффективность, не говоря уже о несправедливости такой системы, становилась все более очевидной даже для российского дворянства. В Европе русские офицеры побывали в странах, где крепостное право было сметено войной и революцией, где монархи даровали подданным конституцию, которая ограничивала их власть, защищала свободы и признавала верховенство закона. Многие вдохновились этим и стали мечтать о подобных реформах в России. Но мало кто верил в то, что император Александр поможет их делу. В ночь на 11 марта 1801 года отец Александра, император Павел, был задушен до смерти группой недовольных армейских офицеров. Александр вступил на престол в возрасте 23 лет. Неэффективность и хаос правления его отца привели его в ужас. В 1797 году он писал своему воспитателю: «Говоря коротко, благополучие государственное никого не заботит. Абсолютная власть все решает сама и действует вкривь и вкось. Все назначения не по достоинству совершаются, а лишь в зависимости от высочайшего расположения. Несчастное отечество мое пришло в состояние неописуемое. Земледелец утеснен, торговля затруднена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Вот картина нынешней России. Судите, каково мне это видеть». Молодой Александр проявлял большой энтузиазм в отношении реформ, обнадеживающий знак для русских аристократов, которые хотели видеть более современное российское государство.
В 1803 году Александр издал указ о вольных хлебопашцах, разрешивший помещикам освобождать своих крепостных. Многие надеялись, что это был первый шаг к освобождению всех крестьян. В 1808 году главным советником Александра стал блестящий, либерально настроенный Михаил Спиранский. Он подготовил создание Государственного совета, совещательного органа при императоре, и даже начал работу над Российской Конституцией. Но в 1812 году интерес Александра к реформам неожиданно угас. Сначала враждебная реформам фракция, возглавляемая сестрой императора, великой княгиней Екатериной Павловной, добилась отставки Спиранского. А затем в Россию вторгся Наполеон. В этот момент наивысшего кризиса Александр оказался охвачен религиозным рвением, чувством личной миссии и национальной судьбы. «Сожжение Москвы, — говорил он, — озарило его душу. Он осознал, что либеральные реформы были дорогой к анархии и хаосу. Они представляли собой недопустимый риск для святых институтов России. Все офицеры, вернувшиеся из Европы с надеждами на реформы, были жестоко разочарованы. Александр нанес еще большее оскорбление, даровав либеральную конституцию не России, а своему новому королевству Польше. 3 года спустя, когда Александр поднял вопрос о возможности принятия российской конституции на основе этого польского эксперимента, это оказалось пустым обещанием. Идеалистически настроенные молодые офицеры, еще более отчужденные, чем когда-либо, решили, что если император не возьмется за дело, то действовать придется самим. Они начали организовывать тайные общества и планировать революцию. К тому времени многие аристократы уже состояли в тайных обществах. Масонство пришло из Европы в XVIII веке и было популярно среди армейских офицеров. В 1816 году офицеры престижных гвардейских полков, расквартированных в Санкт-Петербурге, создают новое тайное общество «Союз спасения». А 4 из его основателей сыграют ведущую роль в революционном движении, получившем название «Декабристы». Никита Муравьев, капитан штаба гвардейской дивизии, 31 год на момент восстания. Он разработает один из основных планов конституционной реформы. Подполковник Сергей Муравьев-Апостол, 30 лет на момент восстания. Он возглавит восстание декабристов на Украине. Полковник князь Сергей Трубецкой, 36 лет на момент восстания. Герой войны из одной из самых знатных семей России, Трубецкой будет выбран руководителем восстания в Санкт-Петербурге. И полковник Вятского пехотного полка Павел Пестель, которому на момент восстания было 33 года. Тоже герой войны, тяжело раненый при Бородино. Он был блестящим, хотя и бескомпромиссным офицером, и одним из самых активных и радикальных членов Союза. Он выступал за смерть императора и создание Российской Республики. В 1818 году Союз спасения объединился с другим тайным обществом – Орденом русских рыцарей, образовав Союз благоденствия, в котором состояло уже более 200 членов. В его уставе «Зеленой книге» излагались принципы организации Союза, а также обязательства по образованию населения в отношении идеалов просвещения о добродетельном, нравственном гражданстве. Предполагалось, что это обеспечит более широкую поддержку реформ среди российской элиты. Только доверенному внутреннему кругу были известны более радикальные, долгосрочные цели Союза – установлению конституционного строя и отмены крепостного права.
Лидеры Союза Благоденствия были мудры, когда проявляли осторожность. Законы об охране порядка постепенно ужесточались, а император, как нам сегодня известно, был осведомлен о существовании таких тайных обществ. Но не велел что-либо предпринимать, сказав одному придворному: «Вы, которые служите мне с самого начала моего царствования, вы знаете, что я разделял и поощрял все эти мечты и эти заблуждения, не мне подобает быть строгим». Однако его новый ближайший советник, генерал Алексей Аракчеев, не разделял такую сдержанность. Он руководил реформированием русской артиллерии во время наполеоновских войн и славился безжалостной эффективностью, буйным нравом и полной преданностью императору. Он ненавидел почти все, что связано с Западной Европой. «Мягко говоря, по-французски дело не сделаешь», — заметил он однажды. В 1819 году он был назначен ответственным за новую затею императора – военные поселения. Замысел заключался в сокращении расходов на содержание огромной российской армии за счет совместного проживания солдат и крепостных крестьян в новых деревнях, которые фактически были военными лагерями со строгой дисциплиной. Это было жестокое, суровое решение, приведшее лишь к несчастьям, беспорядкам и росту недовольства режимом. Аракчеев также ввел новые строгие стандарты дисциплины и поведения в армии. Солдаты, победившие Наполеона, теперь подвергались бесконечным парадам и проверкам. Мелкие нарушения жестоко наказывались. Офицеры, возражавшие от имени своих подчиненных, были уволены. В 1820 году протест лейб-гвардии Семеновского полка, одного из самых привилегированных подразделений в армии, привел к еще более жестоким наказаниям. Для лидеров декабристов это стало доказательством того, что даже элитные полки не были довольны режимом. Они могли бы действовать в соответствии с сложившейся к тому времени традицией – совершить дворцовый переворот, возглавляемый гвардейскими офицерами для обеспечения династических и политических перемен. Так думали декабристы. Главная задача – быть готовыми, когда наступит момент. К 1821 году членство в Союзе Благоденствия быстро росло. Это очень не нравилось основателям, которые не доверяли новым членам и опасались раскрытия. Союз был распущен. Самые надежные и преданные члены образовали две новые группы. Северное общество, созданное в столице России Санкт-Петербурге, и более радикальное Южное общество, базировавшееся в Тульчине, где несколько офицеров-декабристов были расквартированы со своими полками. Члены обоих обществ проводили время, тайно встречаясь на квартирах, обсуждая политические идеи до поздней ночи, читая запрещенную либеральную литературу, составляя планы и резолюции. Северное общество приняло в качестве программы проект Конституции Никиты Муравьева. Его умеренный документ превратил бы Россию в конституционную монархию, но в остальном он находился под сильным влиянием Конституции США 1787 года. Он также призывал к разделению властей между исполнительной, законодательной и судебной, каждая из которых устанавливала сдержки и противовесы для других. Исполнительная власть – император, верховный чиновник российского правительства, главнокомандующий вооруженными силами, руководитель внешней политикой и имеющий право налагать вето на законодательные акты. Законодательные органы – Народное вече или собрание, состоящее из Верховной Думы или Сената, и Палаты народных представителей. Отмена крепостного права, передел земли в пользу крестьянства и закрепление основных прав и свобод граждан. Право голоса ограничивалось имущественным цензом, исключавшим беднейших россиян. Россия также должна была быть реорганизована в федерацию, состоящую из 13 держав и 2 областей, каждая из которых имела бы свои органы власти и собрания. Однако в 1823 году новый участник поведет Северное общество в гораздо более радикальном направлении.
27-летний Кондратий Рылеев был еще одним ветераном войны и известным поэтом, страстным, красноречивым, преданным делу революции. Он прославился своей сатирой на ненавистного генерала Аракчеева, тайно распространявшейся среди аристократии. «Все, трепещи, тиран, за зло и вероломство! Тебе свой приговор произнесет потомство!» Рылеев презирал монархию во всех ее проявлениях. Он как-то заявил: «В мире не существует хороших правительств, за исключением Америки». Он оказался весьма влиятельной фигурой. Вскоре вокруг него сформировалось радикальное крыло Северного общества, разделявшее его идеи в пользу республиканской революции. Один из его друзей описал встречу в его квартире примерно в это время. В комнате было, должно быть, более дюжины человек, но сначала я ничего не мог различить из-за густой синей дымки трубочного и сигарного дыма. Они расположились на диванах и на глубоких подоконниках. Молодые Александр Адаевский и Бестужев сидели, скрестив ноги по-турецки на персидском ковре. Энергичный юноша с бледным лицом и выдающимся лбом поднимает бокал. «Смерть царю!» Тост принимается с волнением. Черные глаза Рылеева загораются в этот момент. Они поют за смерть царя. Ритмичное пение льется через открытые окна, чтобы все слышали. Ведущей фигурой Южного общества, базировавшегося на юге Российской империи, был полковник Павел Пестель. Он разработал для него собственную конституцию «Русскую правду». Этот длинный, незаконченный трактат был гораздо более радикальным, чем работа Муравьева. Пестель не отводил никакой роли императору в своей новой России. Прежняя верховная власть довольно уже доказала враждебные свои чувства против народа русского. Нынешний строй прекратит свое существование. Пестель призывал к революции под руководством Временного Верховного Правления, которое осуществит постепенные, но масштабные перемены. Две главные потребности России очевидны: преобразование государственного порядка и устройства и издание полностью нового уложения или свода законов, сохраняя при том все полезное и уничтожая все вредное. Крепостное право предполагалось отменить, а землю перераспределить в пользу крестьян, отменить сословные привилегии и предоставить право голоса всем гражданам России мужского пола. Северное и Южное общество оставались в тесном контакте, несмотря на серьезные разногласия между ними. Их по-прежнему многое связывало. Все они желали отмены крепостного права и воинской повинности, прекращения самодержавного правления, установления новых прав и свобод для русского народа. Более того, они чувствовали, что идут в ногу с духом времени, когда по Европе распространялись революции и заговоры во имя свободы. Такие явления подтверждали их убежденность в том, что перемены в России должны произойти в результате прямого действия, государственного переворота или революции. В 1825 году Павел Пестель узнал, что весной следующего года император Александр с братьями, свитой и ближайшим генералитетом планировали провести смотр войск на базе второй армии, расквартированной на Украине. Пестель задумал убить императора и совершить переворот с целью создания Российской Республики. Была назначена дата – 12 марта 1826 года. После срочных переговоров с Северным обществом радикальная фракция Рылеева согласилась начать одновременное восстание в столице. Но в декабре неожиданная новость шокировала заговорщиков. Той зимой император Александр посетил юг России, где, как он надеялся, климат улучшит слабое здоровье его жены.
Вместо этого Александр сам внезапно заболел и умер в Таганроге в возрасте 47 лет. Наиболее вероятной причиной смерти был тиф. Смерть Александра стала потрясением для всей России. Декабристы согласились, что лучшее время для проведения политических изменений – это восшествие на престол нового царя. Наступил их момент. Но поначалу никто не был уверен в том, кем окажется новый царь. Александр умер, не оставив законного наследника. По закону о престолонаследии ему должен был наследовать старший брат, великий князь Константин Павлович. Но Константин был в ужасе от перспективы стать императором. «Меня задушат, как задушили отца», — говорил он, когда речь заходила об этом. Поэтому в 1823 году, за 2 года до смерти, Александр подписал тайный манифест, по которому наследником объявлялся следующий по старшинству великий князь Николай Павлович. Но когда Александр внезапно умер, изменение порядка наследования все еще оставалось тайной, известной лишь нескольким членам императорской семьи. Вся Россия приняла Константина за своего нового императора. Духовенство, сановники и войска принесли присягу на верность. Присягнул старшему брату и сам великий князь Николай Павлович, решив, что лучше соблюдать обычаи, пока секретный документ Александра не будет обнародован. Константин, находившийся в Варшаве в качестве главнокомандующего польской армии, конечно же, не собирался занимать трон. Николай убеждал брата приехать в Санкт-Петербург, где он мог бы публично отречься от престола и положить конец смуте. Константин отказался. «Твоего предложения прибыть скорее в Петербург я не могу принять, и предваряю тебя, что удалюсь еще дальше, если все не устроится в согласность воле покойного нашего государя». Тем временем декабристы в Петербурге проводят ежедневные встречи. Смерть Александра застала их врасплох. Но хаос междуцарствия предоставил им прекрасную возможность. Они привлекают к своему делу новых офицеров из гвардейских полков, проверяют людей, выясняют, на кого можно положиться, а на кого нет. Рылеев работает, не покладая рук. Все готовятся к предстоящему с невероятным энтузиазмом. Слухи, путаница и фальшивые новости вихрем проносятся по России. Великий князь Николай знает, что он не пользуется популярностью в войсках. Они считают его очередным солдафоном, чрезмерно увлеченным инспекциями и парадами. Теперь ему сообщают, что неизвестные армейские офицеры активно участвуют в заговоре против него. Он решает действовать первым. Ранним утром 14 декабря 1825 года Николай провозглашает себя императором России. В то же утро он требует присяги от всех чиновников и военных в Санкт-Петербурге. Присяга священна. Декабристы знают, что если войска присягнут, то их дело проиграно, и другой такой возможности не представится в течение десятилетий. 14 декабря для революционеров наступает решающий день, и до конца дня улицы российской столицы будут залиты кровью. Декабрь 1825 года. Неожиданная смерть императора Александра повергла Россию в смятение. Тайно измененный порядок престолонаследия от Константина к младшему брату Николаю привел к междуцарствию. Пока Николай пытается отстоять свои права на престол, тайное общество офицеров готовится сделать собственный ход. Большинство из них – участники войн против Наполеона. Теперь они хотят политических изменений в России, прекращения самодержавного правления и отмены крепостного права. Судьба их восстания решится одним днем, наполненным хаосом и насилием на улицах Санкт-Петербурга. Они войдут в историю по месяцу своего выступления. Декабристы. – 14 декабря 1825 года. Санкт-Петербург. Северное общество декабристов разместило свою штаб-квартиру в здании российско-американской компании, крупным акционером которой являлся Рылеев.
Лидеры декабристов лихорадочно работали день и ночь, чтобы все подготовить для переворота. Рылеев принимает самое активное участие в организации, невзирая на плохое самочувствие. Перед рассветом заговорщики узнают, что новый император приказал всем гвардейским полкам в столице присягнуть ему в этот день. Они должны действовать немедленно. Как только войска принесут присягу, будет уже слишком поздно. Большинство декабристов – офицеры гвардейских полков, расквартированных в Санкт-Петербурге. Утром они начали распространять слухи, что Николай, крайне непопулярный в армейских кругах, узурпирует трон вместо своего брата Константина, которому солдаты присягнули на верность 17 дней назад. Декабристы не намерены привлекать к восстанию народные массы. Молодые аристократы боятся, что это приведет лишь к кровавому хаосу, схожему с французской революцией. Вместо этого они будут полагаться на свои социальные связи и беспрекословное доверие солдат под их командованием. С их помощью декабристы планируют захватить контроль над столицей, императором и правительством. Они сформировали 3 группы. Первый отряд возглавит капитан Александр Якубович, прославленный ветеран Кавказской войны, пользующийся репутацией храбреца. Его люди получили задание захватить Зимний дворец и изолировать великого князя Николая Павловича и его семью от их сторонников. Некоторые декабристы хотели арестовать Николая, но Рылеев тайно поручает 28-летнему Петру Каховскому, офицеру, недавно вышедшему в отставку по болезни, убить нового царя. Будучи офицером-кадетом в гвардейском егерском полку, Каховский был разжалован из-за шума и разных неблагопристойностей, неплатежа денег и ленности к службе. Он одиночка, без друзей и денег, но предан делу свободы и мнит себя истребителем тиранов. Вторым отрядом, как планировалось, будет командовать 32-летний полковник Александр Булатов, герой наполеоновских войн и друг детства Рылеева. Декабристы завербовали его за несколько дней до переворота, желая привлечь к делу более старших офицеров. Отряду Булатова поручили захватить Петропавловскую крепость, удобную позицию для артиллерии, в которой находился гвардейский арсенал. Князь Сергей Трубецкой, к этому времени уже полковник, назначен диктатором или руководителем восстания. Он – офицер проверенной храбрости из знатной семьи. Под его командованием на Сенатской площади должны собраться основные силы восставших, численностью около 10 тысяч человек. Затем Трубецкой войдет в Российский Сенат и потребует от него подписать манифест к русскому народу. Документ провозглашал создание нового временного правительства до проведения выборов, свободу печати и вероисповедания, равные права для всех граждан, введение судов присяжных, отмену крепостного права и военных поселений. 2 известных, уважаемых политика, Николай Мордвинов и Михаил Спиранский, возглавили бы новое правительство для обеспечения преемственности и легитимности. Декабристы, опираясь на свой военный опыт, разработали реалистичный план по захвату контроля над российской столицей. Но почти сразу же заговор начинает рассыпаться. В морозное утро Каховский и Якубович приходят на квартиру Рылеева, где собирались декабристы. У Каховского сдали нервы, и он больше не желает убивать императора. В последний момент Якубович также решает, что не может проливать кровь русских солдат и отказывается вести своих людей на Зимний дворец. Булатов, уполномоченный вести войска на Петропавловскую крепость, не появляется. Декабристы очень торопятся. В
Санкт-Петербурге находится несколько гвардейских полков. Они стремятся привлечь на свою сторону достаточное количество солдат, чтобы обеспечить контроль столицы, прежде чем власти начнут отвечать. Но они узнают, что Сенат и лейб-гвардии Преображенский полк уже присягнули на верность Николаю. Эта картина написана по эскизам, сделанным позже самим императором. На ней изображен первый батальон лейб-гвардии Преображенского полка, прибывший в то утро в Зимний дворец. Это акт верности, за который Николай всегда будет благодарен. Батальон московского лейб-гвардии полка встал на сторону декабристов благодаря усилиям офицеров Дмитрия Щепина-Ростовского и Михаила Бестужева, а также его брата Александра Бестужева. Но режим действует гораздо быстрее, чем ожидалось. В это время верные Николаю офицеры, знавшие о планах декабристов, привели к присяге лейб-гвардии Измайловский, Семеновский и Павловский полки, а также лейб-гвардии конного полка. Московский гвардейский полк в составе 700 человек покидает казармы и марширует по обледенелым улицам к Сенатской площади. Они кричат «За Константина и Конституцию!». Лидеры декабристов, включая Рылеева и Каховского, вместе с батальоном лейб-гвардии Московского полка занимают позицию на Сенатской площади возле знаменитой статуи Петра Великого. Капитан Александр Бестужев демонстративно точит свою саблю на основании статуи. Офицеры выглядят великолепно, в полном парадном обмундировании. Но Трубецкого, диктатора переворота, который должен был представить Сенату манифест декабристов, нигде не видно. А члены Сената уже разошлись по домам. Рылеев отправляется на его поиски. Толпы зрителей собираются на Сенатской площади. Общее настроение – поддержка декабристов. Эта акварель была написана очевидцем Карлом Ивановичем Кольманом и считается одним из самых реалистичных изображений того дня. Около полудня на площадь прибывает граф Михаил Милорадович, генерал-губернатор Санкт-Петербурга и герой наполеоновских войн. Он подъезжает прямо к лейб-гвардии Московскому полку. «Кто из вас был со мной под Кульмом, Люцином, Бауцином?» – спрашивает он, вспоминая великие сражения с Наполеоном. Милорадович пытается объяснить, что их обманули, что Константин отрекся от престола, и они должны присягнуть Николаю. В отсутствие Трубецкого фактическим лидером декабристов на Сенатской площади становится князь Евгений Оболенский. Он просит Милорадовича уйти, но генерал игнорирует его. Оболенский пытается штыком ранить лошадь генерала, чтобы отогнать его, но случайно попадает в генерала. Затем Петр Каховский выходит вперед и в упор стреляет в Милорадовича. Генерала, смертельно раненого, уносит его лошадь. Гренадерский, лейб-гвардии полк и гвардейский экипаж объявляют о переходе на сторону декабристов. Они присоединяются к московским лейб-гвардейцам на Сенатской площади. Декабристы собирают мощную дисциплинированную силу в 3000 человек в самом центре российской столицы. Но Трубецкой все еще не появился, и никто не берет на себя командование. Солдаты вынуждены стоять и ждать на морозе, пока император начинает собирать свои силы. Не зная о людях на Сенатской площади, князь Сергей Трубецкой потерял всякую надежду на успех еще утром, как только узнал, что Сенат присягнул Николаю. Возможно, страдая от какого-то нервного срыва, он бродит по городу и даже в какой-то момент проходит мимо Сенатской площади. Блестящий военный послужной список Трубецкого делает такое поведение необъяснимым. Позднее один из декабристов вспоминал: «Его отсутствие имело решающее влияние на нас.
да и на солдат тоже, так как, не имея ни погон, ни воинских званий, никто не решался взять на себя командование. Тем временем Рылеев, измученный и больной, провел почти весь день в тщетных поисках Трубецкого, после чего был вынужден удалиться домой. Толпа на Сенатской площади достигла уже нескольких тысяч человек, и их симпатии были явно на стороне декабристов. Некоторые полицейские и патрули даже подвергались нападению со стороны гражданских лиц. Когда прибывает император Николай, его и его свиту забрасывают палками и камнями. Но к площади подходят верные правительству гвардейские части и занимают позиции, окружая повстанцев. Вскоре их численность превосходит декабристов 3-1, хотя не все готовы стрелять по своим товарищам. Более того, Исаакиевский мост намеренно перекрыт войсками лейб-гвардии финляндского полка, чьи симпатии находились на стороне декабристов. Другие, такие как генерал Орлов, возмущены действиями декабристов. Он приказывает своей гвардейской кавалерии атаковать мятежников. Но толпа забрасывает его солдат камнями и палками. Повстанцы держатся стойко. Прозвучали выстрелы. Несколько человек оказались ранены, прежде чем кавалерия отступила. 5 раз кавалерия поднималась в атаку, но решающего успеха не достигла и понесла небольшие потери. Тем не менее, ни один из офицеров декабристов не берет на себя ответственность за ситуацию. Кажется, что нет никакого плана. На улице минус 10 градусов по Цельсию, а их люди стоят неподвижно уже несколько часов. На площадь прибывает полковник Николай Стюрлер, командир гвардейского гренадерского полка, и приказывает своим людям вернуться в казармы. Каховский стреляет в него и смертельно ранит. После на площади появляются петербургские и киевские епископы и пытаются убедить солдат, что их христианский долг присягнуть Николаю, но их высмеивают и прогоняют. Император глубоко встревожен ситуацией на Сенатской площади, хотя многие отмечают его спокойное поведение. «Самое удивительное в этой истории то, что в нас с тобой тогда не стреляли», несколько раз после этого сообщал Николай младшему брату Михаилу. Короткий зимний день подходит к концу. Николай опасается, что если противостояние продолжится ночью, толпа станет агрессивнее. Но теперь в его распоряжении оказалось 32 орудия гвардейской артиллерии. Он посылает генерала Сухозанета передать мятежникам, чтобы они сложили оружие, иначе по ним будет открыт огонь. Это был плохой выбор переговорщика. Солдаты презирали Сухозанета. Они велят ему убираться прочь. Орудия выкатываются вперед. Первый залп холостыми снарядами. Следующий залп над головами декабристов, но попадает в несколько человек в толпе. Восставшие солдаты стоят стойко. Следующий залп картечи попадает прямо в их плотные ряды. Погибают десятки человек. Под этим убийственным огнем толпы восставших солдат бросаются на Невский лед, чтобы перебраться на Васильевский остров. Михаил Бестужев пытается организовать их для атаки на Петропавловскую крепость, находящуюся на расстоянии чуть более 1000 метров по льду. Войска построились, но вновь были обстреляны из пушек. Ядра, ударяясь об лед, раскололи его. Многие утонули. Остальные спасались как могли. После многочасового противостояния военный бунт был безжалостно подавлен новым императором России. Официальное число погибших составляет не более 80 человек. Очевидцы утверждают, что оно исчисляется сотнями. Лидеры декабристов, выжившие после кровопролития на Сенатской площади, были схвачены в ту же ночь и на следующий день. Восстание декабристов в Санкт-Петербурге было подавлено. Но на юге восстание еще не началось.
13 декабря 1825 года. Тульчин, Украина. За день до выступления декабристов в Петербурге Павел Пестель, ключевой член Южного общества, был арестован по доносу своего заместителя. Планы Южного общества по организации мятежа полностью разрушены. Во главе восстания становится Сергей Муравьев-Апостол. Он получает известие о катастрофическом поражении в Санкт-Петербурге, но решает продолжить восстание на юге. Его самого арестовывают, но 29 декабря сослуживцы освобождают его. На следующий день Муравьев-Апостол ведет 2 роты Черниговского полка в Васильков, где они захватывают деньги, оружие, боеприпасы и провиант. Еще 3 роты, более 400 человек, присоединяются к повстанцам. На следующее утро офицеры зачитали войскам революционный манифест, написанный Муравьевым-Апостолом и поручиком Михаилом Бестужевым-Рюминым. В форме религиозного катехизиса в вопросах и ответах документ призывает к восстанию, чтобы покончить с самодержавием, крепостным правом и воинской повинностью. Вопрос: что ж святый закон наш повелевает делать русскому народу и воинству? Ответ: раскаяться в долгом раболепствии и, ополчась против тиранства и нечестия, поклясться: да будет всем един Царь на небеси и на земли Иисус Христос. К 1 января Муравьев-Апостол располагает отрядом из 17 офицеров и 1100 человек. Он пытается двинуться на Житомир, надеясь соединиться с частями 8-й пехотной дивизии, офицеры которой симпатизируют делу декабристов. Но его путь преграждают правительственные войска. Затем, 3 января, возле Устимовки восставших перехватывают солдаты под командованием генерала Гейсмара. Муравьев-Апостол надеется, что войска противника присоединятся к нему. Вместо этого они открывают артиллерийский огонь. Затем гусары бросаются в атаку. Несколько человек погибают, но большинство быстро сдаются. 895 человек и 6 офицеров попадают в плен, включая тяжело раненого Муравьева-Апостола. Его брат Ипполит и еще один офицер-декабрист, Анастасий Кузьмин, покончили жизнь самоубийством. Восстание декабристов на юге закончилось. Его подавили всего за 5 дней. В Санкт-Петербурге лидеров декабристов лично допрашивает император Николай, прежде чем доставить их в Петропавловскую крепость. Император дает указания, как обращаться с каждым заключенным. Держать ли их в кандалах, обращаться с ними строго или более мягко. Он презирает их всех. Трубецкого он называет отталкивающим примером неблагодарного негодяя. Николай создает комиссию для изысканий о злоумышленных обществах. Всего по делу проходили 579 человек. Они были подвергнуты многократным допросам, длительному одиночному заключению, голоду и холоду или притворному сочувствию. Многие свободно признавались, раскрывая детали тайных обществ и имена соучастников заговора. Несколько человек оказывают упорное сопротивление. Полковник Булатов, который должен был возглавить атаку на Петропавловскую крепость, так мучается чувством вины, что совершает самоубийство в своей тюремной камере. Судебного разбирательства как такового нет. Через 5 месяцев комиссия выносит вердикт императору. 290 оправданы, 289 виновны, причем 121 человек признаны особо опасными преступниками. Приговоры выносятся в соответствии с 11 категориями, разработанными Михаилом Спиранским.
человеком, который, как надеялись декабристы, возглавит их новое правительство. Тех, кого признали виновными в мелких преступлениях, разжаловали и отправили воевать в затянувшуюся Кавказскую войну вместе с полками, перешедшими на сторону декабристов. 31 декабрист, признанные виновными в самых тяжких преступлениях, заговоре, мятеже, желании смерти императора, приговорены к смертной казни через обезглавливание. Но Николай проявляет милосердие и заменяет им наказание пожизненными каторжными работами в Сибири. Перед отъездом офицеров лишают звания и привилегий и подвергают церемониальному позору. Их мундиры сжигают, шпаги переламывают пополам. Среди них Никита Муравьев, который разработал Конституцию новой, либеральной России. И князь Сергей Трубецкой, исчезнувший лидер декабристского переворота. Его пощадили только благодаря фамилии. 5 декабристов не пощадили. Петр Каховский, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Павел Пестель и Кондратий Рылеев. Показательная смерть для главных подстрекателей и заговорщиков будет их законной местью за нарушение общественного спокойствия, писал Николай членам суда. Все 5 приговорены к смертной казни через четвертование, жестокому наказанию, предусматривающему публичное расчленение. «Бог и государь решили участь мою. Я должен умереть, и умереть смертью позорную», пишет Рылеев в последнем письме к жене. «За душу мою молись Богу». «13 июля 1826 года. Николай решает смягчить приговор до повешения. Но казнь 5 декабристов на валу Петропавловской крепости проходит не по плану. Во время повешения веревки 3 приговоренных лопнули, и они упали на землю. Россия – бедная страна. Они даже не знают, как правильно нас вешать, заметил один из выживших. Наблюдавшие за исполнением приговора взывают к милосердию. Согласно традиции, человека, пережившего казнь, нужно пощадить. Вместо этого находят новую веревку. Во 2-й раз ошибки не произошло. Более 80 декабристов в итоге были сосланы в Сибирь. Некоторых сопровождали жены, которые добровольно отказались от дворянских привилегий, чтобы быть рядом с мужьями. Условия в Сибири были не такими экстремальными, как можно себе представить. Тяжелый труд был в основном сельскохозяйственным. Состоятельным заключенным присылали из дома деньги, на которые они покупали провиант. Для активных, решительных людей самым большим врагом была скука. Они находили себе хобби, играли в шахматы, рисовали. Эти акварели написал Николай Бестужев, который 14 числа во главе гвардейского экипажа вышел на Сенатскую площадь. Некоторые создали собственные академии, делились своими знаниями, продолжали учить местных детей и открывали школы в округе. Многие не теряли надежды на помилование, но ждать пришлось 30 лет. Только в 1856 году, после смерти императора Николая, была объявлена всеобщая амнистия для оставшихся в живых декабристов. Среди них был и князь Сергей Трубецкой, вернувшийся в Западную Россию. Здесь он запечатлен на фотографии в 1857 году. Казалось, восстание декабристов закончилось полным провалом. Невероятно самонадеянное выступление, плохо спланированное, хаотично выполненное, обреченное с самого начала. Гибель людей с обеих сторон.
Но декабристы организовали первое в истории России спланированное политическое восстание. Как таковое, его влияние должно было оказаться далеко идущим. «Недавний заговор», — писал британский министр-резидент в Санкт-Петербурге, «не удался из-за отсутствия руководства и главы, который мог бы им командовать. Восстание было слишком преждевременным для достижения какой-либо цели. Но я думаю, что посеяны семена, которые в один прекрасный день должны привести к важным последствиям». Император Николай не был заинтересован в реформах. Вопросы крепостного права и конституционных преобразований будут стоять перед Россией еще многие десятилетия. Для тех, кто взялся за проведение реформ, включая либеральную интеллигенцию России и будущих революционеров, декабристы стали вдохновляющим примером действия перед лицом тирании. Отец русского социализма Александр Герцен был их активным защитником, назвав свой политический альманах «Полярная звезда» в честь журнала Рылеева. На его обложке были изображены 5 мучеников-декабристов. Со временем все цели декабристов – отмена крепостного права, учреждение парламента, даже свержение царя – были достигнуты. Но их либерализм XIX века оказался слишком мягкотелым для истории России века XX. Большевики никогда полностью не разделяли их взгляды. Хотя и разрешили переименовать Сенатскую площадь в площадь декабристов в 1925 году в честь столетней годовщины восстания. Однако место декабристов в российской истории остается весьма спорным. «Союз спасения», российский блокбастер 2019 года, одни обвинили в искаженном восприятии декабристов и их целей, другие призывали показать фильм в школах. А в 2008 году площадь в Санкт-Петербурге, где 2 века назад декабристы устроили свое знаменитое восстание, получила свое прежнее название – Сенатская площадь. Декабристы продолжают служить предостережением для одних и вдохновением для других. Несомненно лишь то, что декабристы не ушли в историю. Пока. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. У нас есть телеграм-канал и группа ВКонтакте, ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вы оформите подписку на Boosty, то получите ранний доступ к новым видео, а также упоминания в конце видео. Отдельная благодарность Ният М.